Москва начала новую спецоперацию. Что стало целью? Срочный призыв. Объявлена война, официальное заявление Кремля и масштабная мобилизация, реакция сторон. Военные пошли против Путина. Внезапное обращение с линии фронта. Ответ ВСУ. США призвали Украину остановить наступление и заявили о провале РФ. Где и почему? Переговоры о мире в феврале 2027-го. Новый срок для дипломатии. Почему не раньше? Кремль идет на крайние меры и ва-банк. Ликвидация иностранных военных в Украине. Открыт огонь по своим. Локальное перемирие сорвано. Удар РФ по Польше. Путин направил флот на позиции. Захват важных документов армии. А еще о полном срыве занавеса. Тайные поставки оружия Украине. Обо всем этом в выпуске. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время прятку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 6 июля уже на календаре. Спасибо. Давайте начнем. Москва объявила новую спецоперацию. Срочное предупреждение для украинцев. ВС РФ готовят массированные удары по АЗС. Они будут мощнее, чем были прежде. Цель – заправочные станции в Сумской и нескольких других областях. Об этом заявили в Сумской обладминистрации. Звучит призыв временно не посещать АЗС без крайней необходимости. Руководство АЗС уже предупреждено. Меры безопасности на заправках усилены, сообщили в обладминистрации. И напомню, что сейчас Россия уже наносит удары по автозаправочным станциям, но новая кампания должна усилиться. Сейчас же под огнем Запорожская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская и Харьковская области. Кроме того, в Киеве заявляют, помимо АЗС, силы РФ готовы к новой масштабной атаке. Приоритетными целями станут Киев и область, а также запад Украины, в частности, Львов. И уже за полночь началось. Первыми в ход пошли крылатые ракеты, запущенные из Новороссийска, а еще дроны, пуски ракет с бортов стратегической авиации, баллистика из Брянска и Курска, гиперзвуковые цирконы. Суммарно около 30 ракет типа «Искандер» и «Циркон» были применены по Киеву меньше, чем за час. И это была лишь первая волна. После вторая. В украинской столице зафиксированы пожары, как на территориях нежилой застройки, так и в многоквартирных домах. О первых потерях и масштабном разрушении в 9-этажном доме заявил Кличко. Помимо этого, в результате прилетов фиксировались перебои с электричеством. На момент записи выпуска это и все детали, которые были известны. Ликвидация иностранных военных в Украине. Открыт огонь по своим и не на линии фронта. Громкий инцидент в Украине. Представитель Интернационального легиона устроил стрельбу в Николаеве. Подробности раскрывает издание «Эль Паис». Находясь на заднем сидении движущегося автомобиля «Опель», 39-летний чилийский доброволец открыл огонь на поражение по двум сослуживцам-колумбийцам. Местная прокуратура уже квалифицировала инцидент как умышленное убийство двух лиц, за что задержанному нетрезвому легионеру теперь грозит пожизненное заключение, говорится в материале. Цитирую. Присутствие иностранных военных, среди которых немало латиноамериканцев, на украинском фронте в последние годы многократно увеличилось. В случае с чилийцами значительная группа бойцов добровольно вступила в состав иностранного легиона, воюющего на стороне Киева. В Колумбии также зафиксирован рост участия соотечественников в конфликте, хотя их ситуация вызывает большее беспокойство. Отчет, подготовленный группой экспертов ООН и обнародованный в марте, констатировал рост вербовки наемников для войн по всему миру. Украина пытается массово привлечь иностранных наемников на самые опасные роли в пехоте и штурмовых подразделениях, пишет издание Business Insider. Ради этого Киев радикально пересмотрел систему компенсации, предложив легионерам самые высокие в мире зарплаты для пехоты, которые на передовой могут превышать $10 тысяч в месяц, говорится в публикации. Главной же трудностью для Минобороны остается удержание таких бойцов. Сами иностранцы отмечают, что приток людей ради денег вырастет, однако для реального укрепления фронта властям придется не только платить, но и решать проблемы с предоставлением льгот и выравниванием прав с украинскими военными, пишут авторы. Новые контракты с обещанием более крупных выплат могут дать Украине способ привлечь больше иностранных бойцов и удерживать их дольше. Иностранные военные говорят, что главным испытанием станет то, окажутся ли более высокая оплата и более четкие условия достаточными, чтобы убедить новобранцев выбрать более длительный контракт, а не уезжать через 6 месяцев.
Украина резко изменила тактику. Киеву необходимо изматывать Россию, находясь в обороне, а не наступать. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он назвал катастрофической ошибкой контрнаступ 2023 года, когда Запад и США подтолкнули Киев к его проведению. В то же время администрация Трампа призвала Украину остановить любые наступления и уйти в оборону. И этот подход изменил ситуацию на поле боя в лучшую для Украины сторону, уверяет Венс, и поставил Россию в невыгодное положение. Далее цитата. Это позволило украинцам чуть больше использовать свое тактическое преимущество. Откровенно говоря, россияне сейчас находятся в таком положении, когда объем того, что они могут получить за счет продолжающихся наступательных операций, ничтожно мал и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для того, чтобы довести это дело до конца. США помогли Украине активизировать удары по российским НПЗ и спровоцировать топливный кризис. По данным источников Financial Times, Штаты помогают Киеву прокладывать оптимальные маршруты для беспилотников в обход систем ПВО и наносить эффективные удары вглубь территории РФ. Несмотря на это, говорится в публикации, Путин убежден, что время работает на него, а армия сохраняет преимущество на поле боя и способна додавить Киев. Источники Financial Times также утверждают, что в неформальных контактах Москва дает понять, что не видит базы для содержательных переговоров о мире до февраля 2027 года. Путин по-прежнему рассчитывает на максималистские цели и уверенно ждет, что Вашингтон рано или поздно просто сдаст Украину, говорится в публикации. Предпочтительным вариантом для россиян на данный момент остается то, что американцы сдадут нам Украину, сказал этот источник. Они не намекают ни на какие уступки, они продолжают повторять те же самые цели. Их база для переговоров, по сути, означает отсутствие какой-либо базы для переговоров. Локальное перемирие сорвано. Россия обвинила Украину в нежелании прекратить удары по Константиновке ради возвращения тел военнослужащих. Российская Минобороны утверждает, что Киев официально и по закрытым каналам отверг предложение Москвы. Цитирую. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации. Отмечу, что Киев официально вообще не реагировал на призыв прекратить удары. Там лишь повторили, Константиновка только в отчетах для Путина находится под контролем России. Украинская сторона говорит, что силы РФ есть в городе, но это не означает, что он полностью потерян. А аналитики Deep State пишут, что перемирие в Константиновке необходимо России для того, чтобы ввести значительные силы в населенный пункт. Это коварный план, на который ни в коем случае нельзя соглашаться, ведь именно ударно-поисковые работы наших пилотов не дают противнику полноценно закрепиться и занять город. Как мы уже отмечали, инфильтрация объясняется количественным превосходством противника и недостаточным количеством пехоты наших сил. И именно поражение дронами доставляет противнику большие препятствия. ВСУ внезапно накануне обратились к Путину и пошли против его заявлений. Видео их обращения расходятся по сети. Они записали десятки роликов и утверждают, что кадры сняты в Константиновке и силы ВСУ именно там. Отмечу, что и Z-блогеры, и многие российские провоенные каналы также считают, что Герасимов вновь поспешил с отчетом о полном взятии города, а видео, которое демонстрировали Путину из Константиновки, действительно может быть правдой, но снято оно в тех районах, где есть силы РФ, поэтому бои в городе продолжатся. Судя по всему, мы наблюдаем аналогичную покровскую ситуацию. Тогда Минобороны также объявила город полностью взятым, хотя формально противник еще сохранял присутствие на его окраинах, где еще длительное время шли локальные бои. Россия объявила большую войну. Спецоперация Кремля в Украине превратилась
в настоящую войну. Об этом в интервью российскому журналисту Зарубину заявил спикер Путина Песков. Это первое и уже официальное заявление и объявление. И виноваты в этом, говорит он, западные страны, которые материально, технически поддерживают Киев и помогают наносить удары по РФ. При этом в Кремле вновь заявили, что войска успешно продвигаются на фронте, и также спикер Путина невзначай пригрозил Варшаве и намекнул на российский удар по территории Польши. По его словам, Польше стоит задуматься и умерить пыл в вопросе поддержки Украины. На территории польского государства, заявил Песков, работают много предприятий, выпускающих беспилотники для ВСУ, а у Минобороны РФ есть координаты этих заводов. Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналась еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. Масштабная мобилизация в России. Западная пресса вновь уделяет внимание этому вопросу. Событие может произойти в ближайшие месяцы. Путин готов пойти на крайние меры и ва-банк. Об этом пишет издание Atlantic Council. Руководство РФ вплотную подошло к необходимости проведения новой массовой мобилизации из-за ряда причин, в том числе для достижения целей и при нынешних потерях. По оценкам аналитиков, официальное объявление о призыве может прозвучать сразу после парламентских выборов в сентябре 2026 года. При этом технически страна к этому шагу полностью готова благодаря запуску единого электронного реестра военнообязанных. Эксперты предупреждают, что такое решение неминуемо разрушит социальный контракт Путина с населением и спровоцирует серьезный рост недовольства внутри общества. В конечном счете, самый важный вопрос заключается не в том, неизбежна ли массовая мобилизация, а в том, сможет ли она на самом деле привести к победе в войне. Любая российская мобилизация продлит вторжение и приведет к еще большему кровопролитию. Это устроит Путина, который считает, что у него нет другого выбора, кроме как продолжать борьбу в надежде на окончательное прекращение поддержки Украины со стороны Запада. Кремль, напомню, категорически отрицает возможность проведения новой волны мобилизации, заявляя, что этот вопрос вообще не стоит на повестке дня. Путин регулярно говорит, что потребностей фронту полностью хватает за счет масштабного и стабильного притока добровольцев-контрактников. При этом любые прогнозы западных аналитиков и публикации в СМИ о подготовке массового призыва в Москве называют ложными и провокационными. Тайные поставки Киеву. Польское оружие уничтожило оружие РФ. Речь, в частности, о принадлежащих Варшаве ракетах «Патриот», которые были переданы из запасов республики тайно Украине в марте этого года и использованы против ракет России. Теперь в Варшаве скандал. Действующее правительство и правая оппозиция сошлись в жесткой схватке из-за объемов военной поддержки Киева. И поводом для эскалации стали подозрения в том, что Варшава тайно лишила собственную страну ключевого элемента противовоздушной обороны. Масло в огонь подлило резонансное заявление вице-спикера Сейма Кшиштофа Босака. Политик публично обвинил команду Туска в отправке в Украину дефицитных и дорогостоящих ракет. Это единственные ракеты, которыми располагает Польша, способные противостоять российским ракетам «Искандер», которые угрожают Польше и размещены в Калининградской области. Реакция оборонного ведомства оказалась молниеносной. Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш объявил о решении полностью сорвать покровы секретности с военных связей с Киевом, и теперь Варшава раскрывает данные о всех поставках Украине. Министр также поспешил переложить часть ответственности на своих предшественников. Он напомнил, что отправку техники координировало прежнее правительство. Кроме того, Косиняк-Камыш отдельно указал, что обо всех траншах всегда оперативно информировали главу государства, как бывшего президента Анджея Дуду, так и действующего Кароля Навроцкого. Кроме того, польские спецслужбы уже начали охоту на тех, кто допустил утечку закрытой информации. Я также поручил службе военной контрразведки провести расследование в отношении тех, кто намеренно пытался раскрыть государственные секреты. Мы действуем в условиях войны у наших границ. Каждое действие, направленное против польских национальных интересов, ставит под угрозу безопасность польских женщин и мужчин.
Путин направил флот на позиции. Ракетный крейсер, корвет, подводная лодка и спасательное судно уже у берегов Китая. Пекин и Москва сегодня начинают масштабные военно-морские учения в Желтом море. Маневры называются «Морское взаимодействие», и они развернутся не только на воде. Как сообщает Синьхуа со ссылкой на Минобороны Китая, учения также будут проходить в воздушном пространстве вблизи китайского портового города Циндао. При поддержке морской авиации военные двух стран отработают поисково-спасательные операции, борьбу с подлодками, отражение воздушных атак и проведут совместные артиллерийские стрельбы. В РФ говорят, что учения плановые и ежегодные. Китайская сторона будет представлена главным образом ВМС Северной зоны боевого командования армии Китая. В учениях примут участие ракетные эсминцы, ракетный сторожевой корабль, судно комплексного снабжения, спасательное судно и подводная лодка. Обе стороны также задействуют вертолеты корабельного базирования и подразделения морской пехоты. Захвачены важные документы, утечка оборонных данных, секретные бумаги британского Минобороны с именами и званиями военных, данными о хранении оружия, графиках караула и нарушениях безопасности оказались в чужих руках. Их нашли на обычной городской свалке в графстве Северный Йоркшир. Выяснилось, что папки с грифом «Секретно» нашел местный житель. И также известно, что документы принадлежат военному гарнизону Кэтбери, который находится неподалеку. Это главный центр подготовки британской пехоты, где служат около 13 тысяч военных. Королевская военная полиция уже расследует инцидент, тем временем в британской армии успокаивают. Предварительная проверка не выявила в документах секретной оперативной информации об обороне страны. Однако бывшие силовики королевства не согласны и считают, что информация могла попасть в руки тех, кто может нанести удары по Британии. Армия должна воспринимать это крайне серьезно, поскольку существует очевидный риск для безопасности. Это нарушение процедур, которое говорит о небрежном отношении. Я бы инициировал полную проверку того, как ведется работа с чувствительными документами и оборудованием. Просто выбросить такие документы и бумаги недопустимо. Дело смельчака. В России гражданин Узбекистана пришел получать разрешение на работу в майке цвета хаки с символикой ВСУ и получил штраф. О дерзком случае, который произошел в миграционном филиале МВД Ставрополя, пишут Россми. Сотрудники учреждения сделали замечание мужчине, на что он ответил, что сам решает, в чем ему ходить. Узбекистанца отправили под суд за дискредитацию армии РФ. Майку изъяли. Сообщается, что мужчину признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это почти $400. Подсудимый, сообщают СМИ, признал свою вину и раскаялся. Друзья, спасибо вам за поддержку, каждый лайк и комментарий. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите, пожалуйста, и смотрите. До встречи уже завтра.